Здравствуйте все! Вы на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Продолжаю незаконченный роман с текстильными отходами. В предыдущем видео оставалась непростеганная заготовка, часто сколотое булавочками полотно я в первую очередь прострочила по периметру, тем самым закрепив края, не давая возможности отдельным лоскутиком сбежать с поля. Затем зеленой нитью я обозначила листочки, обошла крупные детали, тем самым я их закрепила на полотне, убрала лишние булавочки, они нам здорово мешают. Когда начала стегать основное поле, вот здесь прямой строчкой, я заправила серую нить, полагая, что ее не будет заметно. И при искусственном освещении мне показалось, что она сильно выделяется. Хотя при дневном свете, в общем-то, она нормальная. Это такой нейтральный цвет, который сочетается с любым цветом. Но почему-то я решила поменять на мононить. Но тем не менее, вот видите, проколы остались, видны, стежка видна. Стегала я как придется, как заблагорассудится, и вдоль, и поперек, и наискосок. Ну, а затем простеганное полотно я отпарила и осноровила. В процессе стежки размер у нас несколько уменьшился, и после того, как я выровняла края, размер стал 39 на 42. Теперь надо окантовать это художество. Это будет панно или текстильная картина. И сделать обычную незамысловатую окантовку мне не хочется. Я буду делать подобие текстильной рамочки. У меня на канале есть такая работа. В конце видео я оставлю ссылку на плейлист. Вот так выглядит полотно с нижней стороны, и мне это надо закрыть. Я взяла серую ткань, и размер этой ткани мне надо сделать по 4 сантиметра по периметру больше основного полотна со всех сторон. То есть к основным размерам я прибавлю по ширине и по высоте 8 сантиметров. Вот таким образом. То есть это я черчу и вырежу. Так, девочки, вот у меня заднее полотно. Я прочертила здесь линию, отступив от края 4 сантиметра, нашла середину. Также я вырезала вот такую полоску ткани шириной 5 сантиметров. Сейчас эту полоску я пристрочу к основному полотну, приложив вот таким образом, наложив на ткань, заверну концы и проложу здесь строчку. Вот, девочки, я пристрочила, заутюжила, также заутюжила подгиб и сейчас пристрочу по этому краю. Это у нас будет кулиска. Заднее полотнище у нас готово, и пусть оно пока отдохнет в сторонке. Я вырезала 4 полоски ткани голубого цвета шириной 3 сантиметра. И сейчас эти полоски я буду нашивать вот таким образом. Сначала по длинным сторонам. Пришитые полоски я отвернула и заутюжила. И теперь я пришью такие же полоски по коротким сторонам и точно так же, отвернув, заутюжу. А дальше таким же образом я пришиваю полоски темно-синего цвета шириной в 5 сантиметров. Я пришила синие полоски, верхнюю деталь наложила на нижнюю, сколола по периметру, и теперь я проложу строчку по шву соединения голубой и синей полос.
А сейчас начинается самое интересное. Я здесь кое-что уже сделала. Вы, наверное, заметили, что синяя ткань несколько выступает за край нижнего полотна. Для чего это нужно, вы сейчас поймете. Из синтепона я вырезала, из тонкого синтепона, я вырезала 4 полоски шириной 7 сантиметров. А по длине они равны сторонам заготовки нашего панно. Для удобства эту полосочку я сложила втрое и ножевулькой закрепила, чтобы не расходились края. И дальше я отворачиваю синюю полосочку и промазываю клеем. Это нужно для того, чтобы закрепить нашу полоску из синтепона. Вот таким образом, чтобы она не сдвигалась. И затем я соединяю края и прихватываю вот таким образом ножевулькой. Ну что делать? Сейчас опять кто-то, наверное, недовольно фыркнет. Я не могла сразу вспомнить, что шов этот называется сметочный. А может, не сметочный. Ну что делать? Слово ножевулька идет впереди меня. Ну вот, я закончила. И теперь вы понимаете, почему синяя ткань должна была быть шире нижней ткани. Вот видите, да? Вот такая приятная выпуклость у нас образовалась. И это будет украшением нашего обрамления нашего панно. И это еще не все. Нам надо красиво закончить окантовку. Из ткани лилового цвета я вырезала полоски шириной 3,5 сантиметра. Полоски по цвету перекликаются с цветами на нашем панно. Полосочку я пришью в край и затем, отвернув, заутюжу. Я пришила 2 полоски. Отвернув, я их прихватила сметочным швом. Следующие 2 полоски я пришиваю таким образом. Вот этот край я загибаю, прокладываю строчку, загибаю второй край, а затем отвернув точно так же, как и 2 первые полоски. Девочки, 16 сентября стартует новый совместный проект 9 замечательных мастериц. Проект под кодовым названием «Лоскутная осень». Будет очень интересно. Не пропустите. Панно в технике пицца готово. Хочу обратить ваше внимание, как узкая окантовка удачно перекликается с цветами на панно и хорошо оттеняет вот эту пухленькую синюю полоску, выделяя ее. На камеру, по-моему, не видно, что она пухленькая. Я нашла подходящую планочку, вдела ее в кулиску, но она длинновата. Я сейчас попрошу мужа, он мне ее укоротит. Мне нравится такое обрамление, и мне давно хотелось вам его показать. Мой девиз «Творить и вытворять». Если вам это по душе, оставайтесь со мной. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.